Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие слитки спицами. Вот такая вот моделька у меня. Очень простые, вяжутся очень быстро. На размер 37-38 я буду вязать. Для вязания мне понадобятся спицы номер 3. Пряжа у меня было 100 грамм основного цвета. Вот сколько осталось, где-то третья часть мотка. Белых уйдет очень мало. У меня тоже была третья часть мотка белых. Вот еще осталось сколько. Значит, это у меня турецкий акрил в 100 граммах, 240-250 метров. Марки Дора и Картопу Флора я вяжу. Вы можете вязать любой пряжей. Если по метражу она подходит к моему, то мои расчеты вам подойдут. А также в процессе вязания все отвязанные детали буду измерять в сантиметрах, чтобы проще было сориентироваться. И на размер 39-40, например, тоже где сколько добавить, я буду говорить. Я вот верхнюю часть, вот этот вот мысок, буду провязывать эту сетку белым цветом. Вот вам хочу показать для примера темным цветом. Это у меня большой размер, я сейчас вяжу 39-40. Вот как смотрится в темном цвете верхняя часть. Так что выбор за вами. То ли белую часть, то ли темную часть верхнюю. Ну, свяжите образец, там уже решите. Вяжется очень быстро, как я уже сказала. Ну все, переходим к вязанию. Всем приятных просмотров. Начинаем вязать мысок. На спице номер 3 я набираю 9 петель белым цветом. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И первый ряд провяжем все петли лицевыми. Первую снимаю, оставшиеся все петли провязываю лицевыми. Так, это у меня изнаночная сторона, сразу скажу. Кромочную провязала изнаночной, перешли на лицевую сторону. Далее беру темный цвет, первую петлю снимаю. У меня вот эта вот решетка будет белым цветом, поэтому я начинала вязать белым цветом. Если решетку хотите сделать темным цветом, то значит начните, понятное дело, вязать темным. Теперь первую снимаю, следующую петлю тоже снимаю. Далее одна лицевая, одну сняла. Следующая петля, под петлей ввожу спицу, одну петельку достала, одну набросила, один накид, 1, 2, 3, 4, 5, вывязала 5 петель, сбросила со спицы белую петлю, следующую снимаю, не провязывая. Следующая петля провязала лицевой, одну сняла, и кромочную здесь я провязываю лицевой. Переходим на изнаночную сторону. Первую петельку снимаю. Белая петля, которая была снятая, также я ее снимаю не провязанной. Провязанную петлю я провязываю лицевой. Белую сняла, не провязывая. Далее у нас идет 5 петель, которые мы набирали. Провязываем все лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Далее опять белую петлю сняла. Темного цвета петлю провязала. Белую сняла. Кромочную здесь провязала изнаночной. Следующий ряд белый цвет. Первую снимаю, оставшиеся все петли ряда провязываю лицевыми. И по изнаночной стороне также все провяжу лицевыми.
Перешли на изнаночную сторону. Опять первую снимаем, провязываю все лицевыми петлями. Кромочную провязала изнаночной. Перешли на лицевую сторону. Следующий ряд опять меняем цвет. Темный цвет. Повторяем все то же самое с первого ряда. Первую снимаю, следующую снимаю, не провязывая. Следующая петля темный цвет лицевой провязала, сняла одну, не провязывая, одна лицевая, одну сняли. Теперь средняя петля, ввожу спицу под петлю, вот она у нас изнаночная, вот в петлю ввела нижнюю, набираю 5 петель, одну петельку вытащила, вторую набросила, третью вытащила, четвертую набросила и пятая опять я вытащила одну белую петлю, со спицы сбросила. Следующая снимаю, не провязывая. И так вяжем до конца ряда. Далее у нас одна лицевая, одну снимаю, одна лицевая, одну снимаем и последняя кромочная, провязала ее лицевой. Перешли на изнаночную сторону, первую сняли, следующая у нас снятая петля, я ее снимаю, петля идет темного цвета, провязываю ее лицевой. Следующая белая петля, снимаю на спицу, не провязывая. Темный цвет мы провязываем лицевой петлей. Средние 5 петель провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Опять снятую петлю сняла, провязанную петлю провязала лицевой, снятую сняла, провязанную петлю провязала лицевой. Переходим на лицевую сторону, меняем цвет опять. Первую снимаем, все петли провязываем лицевыми. И по лицевой, и по изнаночной стороне провязываем лицевыми. Получается, что у нас в каждом ряду добавляется 2 и 2, 4 петли. Так, провязываем до конца и возвращаемся по изнанке все лицевыми белым цветом. Довязываю изнаночный ряд. Опять переходим на лицевую сторону. Меняю цвет на темный. И все повторяется. Первую снимаем. Следующая петля белый цвет снимаю, не провязывая. Следующая темным цветом лицевой провязали. Одну сняли, не провязывая, нить за работой. Одну провязали лицевой темным цветом. Одну петлю сняли, не провязывая. Одну провязали лицевой темным цветом. Одну сняли, не провязывая. Перешли к середине. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Средняя петля. Вытаскиваем из нее, вывязываем 5 петель. Одну вытащила как лицевую. Одну я набрасываю. 1, 2, третью опять вытащила. Четвертая у меня накидом идет. Пятую опять я вытащила из петли. Петлю сбросила со спицы. Следующая сняла, не провязывая. Далее одна лицевая темным цветом, белую сняли, не провязывая. Одна лицевая темным, одну сняли, не провязывая. Одна темным, одну сняли, не провязывая. И кромочная провязала лицевой по лицевой стороне. 2, 4, 6, 8. По изнаночной стороне все точно так же повторяется. По лицевой стороне меняем цвет. Так, эту белую сняли. Далее у нас идет темный цвет. Провязали лицевой. Снятую петлю снимаем, не провязывая. Провязанную петлю провязали лицевой. Вяжем изнаночный ряд до конца. Значит, так я буду расширять, провяжу 10 узоров. 10 раз вот эти вот
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провяжу, будет у меня 49 петель. К вам вернусь, потом будем вязать дальше. Все, без изменений вяжем. Довязываем изнаночную сторону. Белую сняли, темный цвет провязали, белую сняли, темный цвет провязали лицевой. Опять белую снимаем, темную провязали, белую сняли, кромочную провязала изнаночная по изнанке, перешли на лицевую сторону, опять меняю цвет на белый. Каждые два ряда, получается, мы меняем цвет. Первую сняла, следующие все провязываю лицевыми. Весь лицевой и изнаночный ряд белым цветом провязываю лицевыми. Далее переходим на темный цвет и опять вывязываем узор. Значит, это на размер 37-38. Я связала 10 раз, провязала. Если размер 39-40 или широкая нога, провяжите 11. Не 10 раз узор, а 11. Я сейчас довяжу этот мысок. И у меня есть второй мысок еще на размер 39-40. Сравню в сантиметрах их разницу, чтобы увидеть, какая будет разница. Так, кромочную провязали. Так вот получается. Изнаночная сторона. Опять все провязываем белым цветом. Так, вяжем мысок, расширяем. Я к вам вернусь. Закончила расширять мысок. Вот такая деталь получилась. Далее белый цвет я обрезала. Далее буду продолжать вязать все темным цветом. Сейчас я сразу вам замерю в сантиметрах высоту. Ну вот почти 11. Ну, еще подтягивается. И теперь смотрите, на 39-40 я провязала 11 раз узор. И он у меня 12. Вот такая вот разница. Так, далее вяжем, дальше вяжем. Теперь сейчас я провяжу лицевыми петлями 4 полных ряда. 4 у меня должно быть изнаночных дорожки. 4 полных ряда, это если считать туда и обратно, получится 8 рядов. Так, первую здесь снимаю, все вяжу лицевыми темным цветом. Сразу вот этот вот хвостик давайте подвяжем и между нитками его запутаем. Все вяжу до конца лицевыми петлями. Довязываю ряд до конца. Кромочную также провязала лицевой, перешла на изнаночную сторону, первую снимаю и продолжаю вязать все лицевыми. Провяжу 4 полных ряда, к вам вернусь. Провязала я 4 вот таких изнаночных дорожки, 4 полных ряда. Теперь перейду, сейчас буду вязать подошву. Значит, у меня всего 49 петель. По 19 петель я возьму на боковые спицы. Средние 11 петель я возьму на подошву. Средние 11 петель буду также вязать лицевыми петлями и соединять крайние петли с боковыми, с петлями с боковой спицы. Так, что
Что еще хотела сказать? Значит, я петли 19 этих петель не провязываю, я их просто перебрасываю на боковую спицу. Нитку перебрасываю, обрезать ее не стала. Перенесла их. Теперь средние 11 петель провязываю все лицевыми. Пусть останется здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Провязала. Перешла на изнаночную сторону. Опять первую сняла. Провязываю до последней. Опять все вяжу лицевыми. И последнюю петлю соединяю с петелькой с боковой спицы. Осталась одна петля, последняя, 11-я. Последнюю петлю с боковой спицы, 2 вместе провязываю я лицевой петлей. Провязала, развернулась на лицевую сторону, провязываю опять эти все петли. Первую сняла, оставшиеся петли провязываю лицевыми. И последнюю петлю буду соединять с петлей с боковой спицы по лицевой стороне. 2 вместе я провяжу изнаночные. Одна осталась. Две петли вместе соединила, провязала, подтянули. Опять перехожу на изнаночную сторону. Первую снимаю, провязываю все петли, последнюю соединяю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Последняя 11 у меня. 2 вместе соединила. На 39 провязывайте точно так же. Перешли на лицевую сторону. Первую снимаем, опять провязываем все петли и последнюю соединяем с петлей с боковой спицы. Значит, сейчас соединим все вот эти вот петли до конца. Соединю все петли, к вам вернусь. Так, одна осталась. 2 вместе провязали, подтянули. Не думайте, что носок будет маленький. Я все примерила. Хорошо растягивается, маленьким он не будет. Значит, соединяем все петли, встречаемся. Довязываю я последний ряд. Смотрите, у меня с этой стороны осталась одна незакрытая петля. И вот здесь одна петля. Значит, я сейчас последнюю вот закрыла. Здесь одна осталась. Мы ее закроем потом. Теперь что я буду делать дальше? С боковой стороны, с одной, потом со второй наберу петли. Так, как что у нас здесь получилось? Вот такой вот мыс получился. Вот это вот обвязка у меня 1,5 сантиметра. По подошве 4. Все вместе 11. Далее, смотрите, я сейчас что сделала? Вот по вот этим вот косичкам, по верхним петелькам кромочным просчитала. У меня получилось 24 вот этих вот петельки. Зеленая, белая. 24. Сейчас я под каждой дужки вот этой вот буду набирать петли. 24 и 24, 48. И здесь 11, это будет 59. На этот размер 59 петель полотно. Это немножко много, поэтому мы
по одной петельке здесь убавим. Просто вот при наборе одну петлю пропущу, когда буду набирать. И всего у меня получится полотно 57 петель. На 2 петли убавила. Так, теперь нить обрезать не буду. Я вот так вот ее свободно протяну сюда. Вот так оставлю. Теперь сразу первую петлю подтянула. И когда сейчас буду набирать петли, эту оставленную нить, я ее буду подхватывать и подвязывать. Крючком набираю, значит, эту нить придерживаем. Набрала 1, 2. Под низу, теперь сверху вот нить подвязали. Крючок ввела. Опять под низу. Набрала. Теперь крючок ввела. Сверху одну. Набрали. И вот она прикрепляется. Немножко подтянуть можно. Так, что мне нужно? Мне нужно на одну петельку уменьшить. Я вот эту вот одну зеленую просто пропущу ее. Оно абсолютно незаметно потом. Так вот, подтянули. Так, набираем сейчас все петли вот так до конца. Как я уже сказала, 24, значит, у меня получится 23, 23 и посередине 11. Всего будет 57, да? Сейчас я набираю 23 петли здесь. Так, набрала петли. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. И здесь 3, 23 петли у меня. Средние 11 петель я провязываю лицевыми. И последнюю незакрытую петельку закрываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот последняя петля у меня осталась. Так, закрываем. Мы закрывали изнаночной, да? Я не знаю, на заднем фоне вам слышно сильно музыка у соседей громко звучит, но я ничего не могу поделать. Они не очень адекватные люди, поэтому я даже не знаю, на видео будет это слышно или нет. Это не у меня, чтобы были в курсе. Так, теперь берем следующую спицу и набираем точно так же на этой стороне. Ввела крючок, захватила ниточку и набираю 23 петли. 1, 2, 3. Ой. По 2 дужки ввела, захватила. 4. 5. И так до конца. 6. 7. И в том же месте, где я вот здесь одну петельку пропустила, 1, 2, 3, 4, в том же месте пропущу и здесь одну петельку. Так как у меня 24, я оставила 23. Так, и последнюю петлю вот белую набрала. Все. Набрали. Теперь разворачиваемся и все вяжем лицевыми петлями. Можно на круговые спицы перейти, это кому как удобно. Так, подождите, что у меня здесь. Первую снимаем. Кошка утащила спицу, и я вот вяжу спицами номер 1, но из разных наборов. Первую сняли,
Вяжем плотненько. Я продолжаю вязать тем же номером, номер 3. Ну вот смотрите, большой размер я вязала, так как где-то далеко, номером вот это вот само полотно и пятку я провязала спицами номер 2,5. Плотнее получается. Вот, поэтому я когда эти уже отвязала на тройке, думаю, надо было тоже их номером 2 вязать, именно вот только вот это вот полотно. Так что, хотя я вот настолько плотно вяжу и привыкла, может быть, можно вот это вот полотно, чтобы и плотнее оно будет, и не сильно широкое будет. Значит, девочки, у меня 57 петель. Как я сказала, размер, кто вязал, вяжет 40, 39, 40. У вас будет, если вы провязали здесь 11 раз узор, то у вас получится, насколько же там, 61, по-моему, петля. Уменьшите тоже на 2 петли тогда и оставите 59. И, как я уже сказала, можно будет перейти здесь именно полотно на спицы номер 2,5. Но я уже буду довязывать тройкой. Так, перешла на лицевую сторону и продолжаю вязать все лицевыми петлями, платочной вязкой до самой пятки. Я провяжу, у меня будет 25 рядов, 25 зубчиков. По зубчикам, по вот этим дорожкам, если посчитать, будет 25. Вы опять ориентируйтесь по своей длине. 39-40 будет 26, если 37, допустим, 23-24. Ну вот манекен 37-38 как раз он проходит и полностью сидит нормально. У меня были гости, я сразу на них примерила. На 38 размер тоже было нормально. Я сейчас довяжу до пятки, замерю эту длину в сантиметрах. Так что тут ракурс опять падает. Первую снимаю, остальные все провязываю лицевыми. Ох, неудобно, как 3 спицы на видео по столу. Что ж тут так? Ой. Так, продолжаю вязать. Все, вяжем все петли лицевыми, довязываем до пятки. Я к вам возвращаюсь и провязываем пятку, закрываем следок. Так, следки за пару часов. Вяжутся быстро, простые, но сидят нормально. Можно навязать десяток и менять каждый день. Так, что у нас здесь? Провязала я длину до пятки, 25 зубчиков, как я уже говорила. Теперь перехожу, сейчас буду вязать пятку. Вот такой вот следок получился. Вот так вот. Так что у нас здесь 10,5 сантиметров. Вот эта вот часть, ну, она вот, смотрите, подтянул, хорошо, чуть тянутся. Кто любит в растянутом виде, кто свободно. Далее пятку буду вязать точно так же, как я вот подошву закрывала, тем же самым методом. Значит, сейчас взяла средние 13 петель, боковые, это поскольку у меня получалось, осталось по 22 петли, да, 22, 22, 44, 13, 57. Теперь опять нить перевела к середине, провязываю средние 13 петель и боковые петли соединяю опять так же, как я вот соединяла на подошве. Так, провязываю 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Разворачиваюсь. Первую петлю я буду соединять по изнаночной стороне. Сняла первую петлю, провязываю петли пятки и 13 петлю соединять буду с петлей с боковой спицы. Так что у нас здесь 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 петля.
и петля с боковой спицы, 2 вместе, провязала лицевой петлей, соединила, развернулась на лицевую сторону, первую снимаю, оставшиеся петли опять продолжаю вязать все лицевыми и последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы. Так буду вязать, пока у меня не закончатся все петли. Значит, чтобы не была сильно высокая, я вот в середине один раз провяжу, соединю не 2 петли вместе, а 3 петли вместе соединим, убавить высоту немножко. И не довязывая до верха 8 где-то рядов, я к вам вернусь, сделаю убавки по ширине пятки. Значит, сейчас что делаем? Провязываем пятку, закрываем боковые петли, соединяем. Соединила по лицевой стороне изнаночной, повернула на изнаночную сторону. Опять вяжем все лицевыми, соединяем боковые петли. Так, довязываем пятку до конца. Осталось у меня здесь 8 петель. Я сделаю убавки. Убавлю до 5. Плавно через один лицевой ряд буду делать убавки. Первую петлю снимаю. Следующую провязала лицевой. Следующие 2 провязала вместе. Еще одну петлю убавила. Далее провязываю опять все лицевыми и также сделаю убавку в конце ряда. Осталось у меня 4 петли, 2 провязываю вместе, 1 лицевая и кромочную соединила. Так, изнаночная сторона без изменений, лицевой ряд провяжу тоже без изменений и изнаночную. Через один лицевой ряд я буду убавлять, чтобы не было резкого перехода. Значит, убавлю до 5, как я сказала уже, закрою петли и сделаю обвязку. И все на этом будет сегодня. Так, что я хотела еще сделать? Я хотела замерить его в длину. Так, сняла. Здесь мы провязываем опять. А уже в следующем лицевом ряду сделаю еще одну убавку. Подтянули до 24 сантиметров. Спокойно. Значит, вот такая вот пяточка у меня будет. Где она здесь? Довязываем пятку до конца, убавляем. Так, делаю последнюю убавку. Смотрите, у меня сейчас осталось 7 петель на пятке. Первую снимаю, вторую провязала. И средние 3 провяжу вместе. У меня последняя такая убавка будет. Это что ж, я не могу подхватить. Ну. 3, 1, 2, 3 и 2 осталось. Довязываем. 1 лицевая и кромочную соединили. Все, убавки закончила. Продолжаю. Довяжу ряд и будем закрывать петли. Так, последний ряд. Что у меня здесь осталось 2 петли с краю, здесь 2 петли с краю. Смотрите, чтобы не было здесь сильно высоко, не будет не очень красиво. Я эти оставшиеся по 2 петли провяжу вместе. Вот убавила 1 на спице и 2 петли последних осталось, вместе их провязала. Все, что у меня получилось, вот такая вот пятка получилась, вот такой вот задник. Теперь закрываем петли, по 2 вместе закрыли. Две петли вместе закрыла. 2 петли вместе закрыла, 2 вместе и здесь последние 3 вместе. Так, я их сразу закрою белым цветом, подвяжу сейчас белый цвет
Подвязала белый цвет, закрыла белым цветом. Теперь все. С пяткой мы закончили. Далее, что буду делать? На спице номер 2,5 белую петлю на спицу перенесли. Крючком по всему верху белым цветом я наберу петли. Значит, всего у меня будет 62 петли. Первый ряд я провяжу все петли белым изнаночными. У меня в этот раз маленькая беечка обвязка. Оставшиеся 10 рядов я буду вязать лицевыми петлями основным зеленым цветом. Последний 10 ряд я провяжу белым и закрою. Примонтирую потом. Значит, сейчас что делаем? Набираю белым цветом петли. Так, подождите, не туда ввела под две дужки спицу. Ой, спицу, крючок. Можно и спицей набирать, кому как удобно, но я набираю крючком, так привыкла. Значит, наберем петли и, как я уже сказала, белым цветом провязали изнаночными один ряд, остальные ряды по кругу на 4 спицы набираю. Сказала, не сказала, ну понятно, наверное, и так. Все провяжем лицевыми. Провязала я высоту 1 изнаночный ряд и 10 лицевых рядов. В сантиметрах это будет 2 сантиметра, чуть-чуть больше, 2,2. Далее выворачиваю это все наизнанку. Я уже вот половинку примонтировала. Вывернули на изнаночную сторону, разровняли вверх. Снимаю петлю со спицы. Далее подхватываю первую петлю. Белым цветом мы набирали самый первый наборный ряд. Подхватила петлю, захватываю ниточку и соединяю. Протянула через одну и через вторую. Опять сняла одну петлю, петлю. Ой, ладно, так. Подхватила. Раз соединила и второй раз соединила. Так по одной я прикреплю, присоединю все петли вот к этим поперечным петлям белого цвета. И на этом у меня сегодня все. Я буду заканчивать, закрываться. Всем спасибо за просмотры, за подписки, комментарии. Мне это очень важно, способствует продвижению канала. Всем легких петелек, всем мира и добра, девочки. До новых встреч. Пока-пока.